Добрый вечер. Я думаю, она нашла себя в журналистике и в руководстве изданием совсем не случайно. Она шла к этому, накапливая опыт и профессиональную мудрость. И потому сегодня ее точка зрения, ее мнение уважаемы и журналистами, и читателями. Сегодня наш с вами собеседник, главный редактор Днепра Вечернего Ирина Авраменко. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер. Значит, мне так показалось, что твой путь в журналистику лежал через шоу-бизнес. Ты создала ВИА, писала для него песни, оттуда все и пошло? Вы знаете, на самом деле для меня моя музыка и журналистика взаимосвязаны. А началось все с того, что в 16 лет я переехала в Украину из далекой среднеазиатской республики Каракалпакии. Тут было все не так, как здесь. Там была пустыня, маленький такой патриархальный городок на реке Амударье. В классе у меня были представители, такой маленький Советский Союз, были туркмены, казахи, каракалпаки, русские, украинцы, очень много было корейцев. Был совсем другой мир, такой тихий, спокойный, мы учились, собирали хлопок, ходили в музыкальную школу, и тут вдруг меня вот из этого мирка выбрасывают и, скажем так, отправляют в школу, несколько более, наверное, современной Украины. И мне приходилось как-то вот доказывать себе и окружающим, что я чего-то могу. Доказывать одноклассникам. Новеньким всегда тяжело. Если новенькие еще и приехали, бог знает откуда, из Средней Азии, не знают украинского языка, то, наверное, тяжело вдвойне. Поэтому я тут же начала смотреть, чем и как я могу, зарекомендовать себя. И я закончила музыкальную школу по классу фортепиано. И, честно говоря, сначала стеснялась говорить, думала, что там у нас в Средней Азии, какая там у нас, наверное, что-то все иначе. Когда неожиданно выяснилось, что вот на фортепиано я играю лучше всех в классе, вот кто заканчивал музыкальную школу, лучше всех играю я. Я думаю, так, вот с этого места надо этим брать. Я выбрала двух самых красивых мальчиков в нашем классе. Появилась у меня единомышленница, подруга, которая вроде как закончила музыкальную школу, умела петь. Одного пошла в местный клуб, договорилась о том, что у нас будут инструменты. Один мальчик сел, научился, взял уроки игры на барабане, второй взял на бас-гитаре. И таким образом у нас появился местный сельский клуб, который вскоре стал достаточно, по местным меркам, известный. Я говорю, сельский, это был пригород Николаева. Под Николаевым есть такой пригород, поселок городского типа Матвеевка. Сейчас он относится к центральному району Николаева, а тогда это все-таки был пригород. И мы каждые выходные созывали всех в округе на наши концерты. Пели как свои песни, так какие-то известные. В общем, было достаточно весело. И уже тогда я четко поняла, что мне это нравится. Мне нравится быть, скажем так, работать с земляками, с людьми, с друзьями. Мне нравится писать стихи к песням. Мне нравится рассказывать людям о своем творчестве, о том, что я хочу им это сказать. И это, мне кажется, во многом предопределил мой путь в журналистику. Тебе понравилось быть лидером, наверное, еще ко всему? Вы знаете, лидером, я, наверное, какие-то лидерские качества проявлялись еще в школе. Я помню, что сочиняли мы частушки, пытались еще в школе как-то о себе заявить. А в юношеском возрасте, наверное, просто это, так сказать, уже взыграло. Развивалось. Знаешь, я вот читал твою биографию и в который раз убеждался, что порой, да не порой, наверное, не так уж и редко, вот случай какой-то определяет судьбу человека. Хотя, Бог его знает, может быть, твоя встреча с известным нам профессором Демченко, руководителем Днепропетровского журфака, была каким-то образом предопределена в Николаеве, эта встреча в Николаеве? Я думаю, это был знак свыше однозначно, потому что
бросать родительский дом в Николаеве и ехать в Днепропетровск в моих планах не было совершенно. Однозначно не было. Тем более, что у меня как бы уже появился и кавалер первый, мне совершенно не хотелось бросать его. И тут я училась в колледже прессы и телевидения, сейчас это известный колледж на всю Украину. Я вот часто, я читаю «Журналист Украины», вижу, как руководитель колледжа Глеб Головченко пишет о том, что они достигли очень больших успехов. На тот момент колледж только развивался. Я была достойной выпускницей и надеялась, что как-то вот все-таки я связывала себя с местными николаевскими СМИ. Я подрабатывала на тот момент популярном в Николаеве 7 канале. И в принципе у меня в жизни все было более-менее, ну, уже складывалось. Есть колледж, есть любимая работа, я обожала телевидение, у меня получалось. И тут на выпускной в колледж приезжает декан нашего факультета, Днепропетровского уже, и говорит, что, дорогие выпускники колледжа, кто мне хорошо сдаст экзамен, того забираю без экзаменов с собой. Ну, я на тот момент подумала, как бы, ну, услышав это, я не ставила задачу лучше всех сдать экзамен. Но попробую. Ну, думаю, да, надо же, экзамен же надо сдавать хорошо. И я помню, мне попался билет, что-то там о том, кто был первым журналистом. Я Владимиру Дмитриевичу закрутила теорию, что чуть ли это было не в райском саду во времена Адама и Евы, и первым журналистом был никто иной, как сам Змей. Он на меня так с удивлением, меня, помню, выслушал. А в конце объявляет результаты о том, что я могу собирать чемоданы и ехать в Днепропетровск. Он это оценил, видимо, образность мышления. Это было шоком. Ирина Андреевна Авраменко родилась в Узбекистане. 1991 год. Окончила школу в городе Николаев. 1997 год. Начало творческого пути в качестве корреспондента информационного отдела Николаевской телестудии «Телеком-1». В этом же году Ирина заканчивает Николаевский колледж прессы и телевидения, поступает в Днепропетровский национальный университет на факультет систем и средств массовой коммуникации. После окончания тебе довелось работать в самых разных изданиях. И я вот когда читал, где ты работала, понимаю, что у каждого издания была абсолютно своя стилистика, свой формат. Вот ты сейчас можешь, я понимаю, может быть не очень корректно, работая в вечерке, говорить о других изданиях, но все-таки где было интереснее? Вы знаете, каждое издание По-своему. – это школа, это великолепная школа. Вот если говорить о газетах, то первая газета, в которой я работала, сначала журналистом, потом редактором, это была газета «Свое мнение». Сейчас, к сожалению, этой газеты уже нет, но чем мне очень запомнился тот период, газета была рупором народного слова, и шли люди со своими бедами, проблемами. Это сейчас уже, если я где-то занята, то мне помогут журналисты, секретарь как-то распределит людей, поможет им чем-то. А тогда все на себя, они да? все шли ко мне. А я была еще недостаточно опытна, и этот ворох людских бед, проблем, каких-то просьб, ну, мне было очень тяжело. Вот знаете, говорят, что самые тяжелые в моральном плане профессии, вот это психотерапевты и журналисты, Ну, которые... принимать все на себя, конечно. Да, и мне тогда было очень тяжело, я повторю, что достаточно молодая еще была, все это вот в себе, всю эту боль переварить. Было это громко сказано. И, ну, это была вот в моральном плане, это была очень хорошая школа. Потом все круто изменилось. Была «Комсомольская правда». Совершенно другой формат. «Комсомолка» — это боевой дух. Ну, я, думаю, прошла хорошую школу комсомолки. Но «Комсомолка», вы знаете, это все-таки газета молодости. Я вспоминаю, боже, какие мы только репортажи там не делали, какие только идеи нас не посещали. Ну, мы жили, вот у нас была такая молодая команда, мы жили, буквально каждый день для нас превращался в какое-то феерическое Это был шоу. перпетум, да? Да. Сейчас не про вечернее, это уже новый этап, и для меня это более серьезный и продуманный этап, где я могу соединить, скажем так, школу комсомольского творчества, креатива с теми, ну, скажем, моральными, да, какими-то, не хочется говорить слово наработками, тем моральным опытом, который вот я приобрела и в своем мнении.